в общей сложности было приглашено из 200 тысяч не более 120, соответственно, 80 тысяч заявок там до сих пор лежат. Добрый день, дорогие друзья! Я начинаю новую серию передач «Вопросы и ответы». И сегодня мы начнем с одной, наверное, из самых животрепещущих тем на данный момент. Это тема, по которой я получаю очень много вопросов. И это тема спонсорства родителей, то есть Parent and Grandparent Sponsorship Program. Ну и давайте начнем с самого первого, самого главного вопроса, который задают все. Откроется ли эта программа снова в 2026 году? Короткий ответ – вряд ли. И большинство народов считает, что нет. Я не люблю быть настолько категоричной, но я все-таки склоняюсь к нет. Объясню почему. Что, в принципе, происходит последние несколько лет со спонсоршипом? Те, кто за этим следили, они, наверное, помнят, что с 2011 года программа спонсорства родителей перешла на лотерейную систему. То есть раз какое-то время объявлялся набор в лотерею, все подавали заявки. После набора заявок энному количеству людей из этой системы приходили приглашения на подачу полного пакета документов. Пакет рассматривался в течение какого-то времени, и если все сходилось, люди, в смысле родители, дедушки, бабушки, получали permanent residence, то есть право на постоянное место жительства в Канаде, которое в конце концов приводило к канадскому гражданству. Проблема заключается в том, что очень много народа были этим недовольны, потому как вы понимаете, процент таких приглашений был очень низкий. Это было надо каждый год перезапускать, стирать, опять перезапускать. В 2019 году вдруг, откуда ни возьмись, нам открыли систему по принципу first come, first serve, то бишь кто первый стал, того и тапки. Открыли ее в конце января 2019 года. Ровно в полдень люди сидели на изготовку с мышкой, чтобы начинать заполнять всю информацию. В полдень она открылась, она закрылась за 7 минут. То есть за 7 минут набралась квота из 27 тысяч человек. И понятно, что это тоже все рассматривали, но опять стало ясно, что это не совсем рабочая схема, поэтому в 2020 году, связано ли это с ковидом или нет, непонятно, но в 2020 году объявили новую лотерею, то бишь так же, как всегда, вы подаете заявку на спонсирование родителей, и потом вам приходит приглашение. И действительно в 2020 году было 13 тысяч, около 13 тысяч таких приглашений. Все думали, что окей, все, вот эти 13 тысяч приглашений пришли, а потом все пойдет по новой. А нет. Из этого же самого, из этой самой корзины, из этого пула продолжают периодически делаться приглашения на подачу полного пакета. На данный момент с 20 по конец 25 года было уже 7 периодов таких приглашений, rounds of invitations, но при том, что их уже было 7, в общей сложности было приглашено из 200 тысяч не более 120, соответственно, 80 тысяч заявок там до сих пор лежат. Что с ними будут делать, непонятно. Может быть, сделают еще один round of invitation, то есть еще один такой рассыл приглашений. Может быть, это вообще заморозят, выкинут в мусорку. Мы абсолютно не знаем, что будет. Министерство иммиграции объявило, что программа временно приостановлена.
как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временные трудности, с одной стороны. С другой стороны, ну, временно может быть и до лета, может быть и до конца этого года, может быть и до конца следующего, а может быть вообще никогда. То есть, краткий ответ – вряд ли.